А сейчас мы вот зашли в Королевские Лозенки, в Королевский парк. Вот такая вот тут клумба из таких чудесных тюльпанов. Посмотрите, какой сорт интересный. И тот, и тот. Я не зря тут остановилась. Посмотрите, какие нежные розовые. И вот эти вот бордовые с оранжевым. Тоже оригинальная такая расцветка. Красивая клумба такая. Это, видите, очень старый парк с огромными высокими деревьями. Здесь огромные дубы, мощеные улочки такие. Здесь концерты Шопена проходят, на рояле играют музыканты на площади здесь. А вся площадь высажена, на всей площади высажены розы. И на скамеечках, кто на полу, кто на лужайках, сидят на подстилках, и все слушают музыку. Просто великолепные концерты Шопена. Вот такую красивую здесь клумбу сделали. Смотрите, виола вся желто-лимонного цвета. Очень красивые розовые тюльпаны. Все подходят и фотографируют, видите, и сами фотографируются. Тут цвела персидская сирень, шикарная. Уже эти кусты отцвели. Смотрите, какая скульптура интересная. Смотрите, как она отцвелась. Я все успеваю. А вот и сам дворец. Центральное здание. Да, вот смотрите, такие фонари здесь, они разноцветные. Ночью светятся с разных сторон разные стекла. Красные, зеленые, желтые. В общем, интересно. А посмотрите, в воде, смотрите, это карапа. Посмотрите, они огромные. Конечно, должны видеть. Спины. Смотрите, сколько их. Вы видите? Это вот здесь такая рыба. Вон они, вон. Вот такое вот красивое здесь строение. Сюда можно в музей в этот приходить. Вот такой вид отсюда на озеро. Летом здесь гондолы плавают и гондольеры. Ой, нет, уже смотри, вон стоит, посмотри. Фонтан неудачный. Ну, фонтан, да, немного неудачный. Но клумба, смотри, тоже очень такая миленькая. Белые тюльпаны, белые незабудки, розовые тюльпаны. Нежно и красиво. Да, вон гондольер сидит. Да. Покажи теперь с этой стороны это здание лучше. Здесь обычно еще и павлины ходят или сидят там на балконах. Вот такое вот красивое здание в этом парке. Вообще очень красивый парк. Вот видите, там есть амфитеатр. Пойдем посмотрим, что это за Давай. Люди отдыхают. Дорослые, получается, 18 злотых. Это 4,5 евро. Ребенок 12 злотых. Группа 3 евро, да? 12. Угу. Ясно. Вот такое вот озеро красивое. А на той стороне вот какой, смотри, не спадающий бук красивый, зеленый. Смотри, ветки просто в воду легли. Красиво очень. Это мы идем вдоль озера. Обратная сторона озера. Напротив нас сейчас будет Королевский дворец.
И вот здесь вот такая вот... Раньше по этой лужайке разрешали ходить, но сейчас все закрыли. Видите, тут травка посеяли, видно. А все подходили и фотографировались к рододендронам. И вытоптали всю траву. Да, и в свое время вытоптали всю А траву. здесь вытоптано, а там все нормально. Видно, это постелили, а может постелили готовую, скорее всего, знаешь, газонную траву в рулонах. Скорее всего. И хорошо выглядит. Хорошо, да, отлично выглядит. И топтаться по такой, конечно, не хочется. Вот, посмотрите, вот это старые кусты рододендронов, и сейчас они в полном цвету. Ага, а вот и павлины уже кричат, да. Так. Белый такой красивый, воздушный просто. И он самый ранний, очевидно, начинает цвести. И уже все раскрывшиеся цветочки. Но он просто облако, правда? А вот бордовый тоже очень красивый, но он еще мало раскрылся цветов. Он еще не такой нарядный, но вот вы видите. И тоже вот по берегам высадили, и хосты высадили, и гортензию, вижу, даже высадили, и брунера. Вот. И вот впереди вот амфитеатр, который реставрируют. Там проходили и концерты, и спектакли, когда он работал. И вот напротив мы видим дворец. Обычно здесь лебеди плавают, сейчас не видно. Угу. Ну, не все цветут еще, видишь, холодно, холодные ночи. Когда он весь раскроется, конечно, будет гораздо красивее. Может, мы еще сюда попадем в это время, еще раз вам снимем. Пойдем вперед, еще немного снимем. Люди все фотографируются на фоне дворца. Это мой дворец. Я его сам построил. Ну вот. А здорово было, да, когда-то королям. Свое озеро, вышел из дворца и поплыл. Ну или рыбку половил. Вот тоже другой сорт уже, видите, светлый. Светло-светло-розовый такой оттенок у него. А когда полностью раскрывается, становится совершенно белым. И вот такие вот фиолетовые тоже с глазком. Кто-то их поел, листики. Вот. И вот с правой стороны здесь много рододендронов. Но видите, еще не успели они зацвести так, как надо. Обидно. Я думала, они уже все цветут. И не угадала немножко. Ничего. Это у нас малиновый цветет. Малиновый, да, цветет. Вот высадили тоже многолетники, которые тень любят и которые влажность любят. Мы в ботаническом саду как раз видели все эти растения с вами. Это потому что ботанический сад. Ну да, да, очевидно, да. А это еще одно озеро. Очень красивое. Какой красавец сиреневый, да? Угу. А красные будут цвести, но еще, видите, очень-очень мало. В бутонах все. Надо позже приехать снять.
Смотрите, какая красивая еще одна поляна с такими сиреневыми большими кустами. И озеро, да. Каштаны огромные, мостики вот такие. Когда-то по ним кареты ездили, запряженные лошадьми. Здорово. Мы решили сегодня в Королевском парке вам показать, специально приехали, пока цветут рододендроны. Хотели вам показать именно цветение рододендронов, поэтому все показывать мы вам не будем, что здесь есть, а только так выборочно то, что сейчас красиво и интересно. Пойдемте, вот локация, где рододендроны уже цветут, мы вот к ней приближаемся. Здесь обычно очень красивые клумбы высаживали, а сейчас я смотрю, что вместо клумб сделали газон. Смотри, а было так красиво и интересно рассматривать все, что там высадили. Там дизайнеры такие композиции отличные высаживали. Но мы сейчас посмотрим, что здесь есть. Тут все равно есть на что посмотреть. Решили они не мучиться с этими клумбами, очевидно. Смотрите, какие деревянные ставни на окнах. А внутри какие скульптуры. Просто чудо. На стене. Стены расписаны тоже. Здорово. Вот смотрите, какой вид отсюда. Мы сейчас спустимся вниз и пройдем, покажем вам эти клумбы. Как красиво. Фонтан, скульптуры. Смотри, какие. Лаванды, огромные кусты высажены. Здесь цвели магнолии, но уже они, к сожалению, все отцвели. Вот уже морозники отцвели. Кстати, это тот же сорт темный, который был в питомнике у Шмидта. Лаванды, кусты, видите, какие большие-пребольшие. Так, что еще здесь есть? Есть много луков здесь. Флокс шаловидный вижу. Капельный полив везде лежит. Вот лаванда с таким желтым листом. Желто-зеленым куст. Видишь? Так, дальше идем. Так, брунера. Как раз вот мы хотели вам показать уже на клумбах ее. Вот такой вот сорт красивый, с белым почти листом. Это мы тоже видели с вами в питомнике Шмидта. Это, очевидно, камасия. Голубые сиреневые цветы, правда, очень украшают клумбы. А вот брунера это вообще замечательно смотрится. С голубыми цветочками. Посмотри, а? Красиво, да? Какие они. Ну, очень украшают.
Так. Везде очень много людей. Сюда надо приезжать ранним утром. Это вот азалия. Посмотрите, какой цветок у нее интересный. Рододендрончики. Этот еще не цветет. Очевидно, какой-то Вон поздний. наверху. Ну, немножко внизу, С немножко солнечной наверху. стороны надо смотреть. Вот он. А, да. Вот она. Вот он. Вот он цветет уже, да? Уже цветет. А белые самые ранние. Вот они уже отцветают. Вот очень красивый сорт. Посмотри. Ага, смотри, он как начинается вот это. Да, да, да. И потом получается вот переходит на бутоны. вот в это состояние, потом А раскрывается. тут одновременно и бутоны эти темные, и Ага. раскрывшиеся цветы. Красивый нежный цвет. А вот очень яркий цвет, но тоже очень красивый. Посмотри, какие цветы красивые. Просто чудо. Вот какие красивые, посмотрите. Боже мой, это вообще чудо просто. Просто чудо. Вот этот сорт такой же, как мы видели, а вот тот с такой, как окантовкой. Тоже очень красиво. Вот посмотрите, какие красивые рододендроны и брунера. Такие вот просто, посмотрите, просто нету слов. Вот, друзья, мы на территории этого замечательного парка. Посмотрите, какие каштаны здесь, какой высоты. Какие здесь деревья, все высоченные просто. Вот такая вот идет аллея. С двух сторон скамейки, газоны подстриженные. Но на этих газонах разрешается людям тоже сидеть. И с детворой тут отдыхают. И сами, и на подстилках, и без. Запретов нет. Такой вот здесь зеленый красивый парк. Эти дорожки не асфальтировали, а оставили такими, как они были, я так понимаю, тут булыжники, да? Ну, это такое сделали, чтобы ничего не росло. Натурально. Как при королях. Ну, вправо и влево тут тоже такие аллеи идут. Красивый парк, но мы, может быть, его в следующий раз более подробно покажем. Тут много всяких ручейков, мостиков, таких вот зон с цветущими кустарниками, клумбы красивые. Ну и сейчас, опять же, у нас заморозки ночные, не все так хорошо цветет, как хотелось бы, весна задерживается. Но то, что можно, мы вам сегодня покажем, а именно рододендроны. Сегодня наша прогулка посвящена в основном им. А вот смотрите, мы подходим, это Бельведер, это ресторан в Королевском парке. Там внутри зимний сад. И люди сидят, как в зимнем саду, за столиками. Вот. Это ресторан дорогой. Ну, И вот, мы туда сегодня не пойдем. ну да. И вот смотрите, какие красивые кусты рододендрона распустились. Смотрите, какой нежный цвет. Смотрите, какие нежные, какие красивые. Хороший сорт. И барвинком подбита нижняя часть, видишь? И трава не растет, и вот. Что еще? Давай с той стороны. Давай.
Задняя И часть тут- у него немного такая облущенная. Ну да, ну вот смотрите, какой вверху, посмотрите. И там Это есть, тоже старое да, здание. и там есть внутри растения, которые там под этой крышей прямо растут. Тоже брунеры здесь высадили, тоже, видите, красиво. Хотя это задняя часть. Да. Пироканта цвести собирается, и ягоды даже еще остались. Гортензия, вот это кусты обрезали, тут была гортензия большая. Так, ну какие барельефы, видишь? Мгм. На этом здании. Понял. Капельный полив везде подвели. Так что будет все расти. Вот. А вот еще одно-то дерево большое. Помнишь, мы все время говорим, какое дерево большое? Это Оно тоже огромное. очень И это толстая тополь, кстати. О, Белочка, белка. привет. Привет, белка. Белка, иди сюда. Бася, 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 Бася. Больше зовут теперь. Бася, 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 Бася. Бася. Не хочет Бася к тебе идти. Если бы ты ей орешки принес, то тогда бы... Орешка. Ну, так. Что бы мне принес? Я бы дольше. Вот такие вот, видите? Внутри накрытые столы уже, Нет, высота. сервированные Высота полностью. этих входных ворот. Вот такой вот ресторанчик. Ну, здесь, в принципе, и Макдональдс бы неплохо пошел. Здесь очень часто устраивают свадьбы, потому что, видите, такая территория как раз к этому располагающая. Ну, а сейчас там вон молодежь тусит. Команда какая-то. Можно и на улице расположиться, и внутри в зале. Тоже самшитом сделали вот такую вот зеленую изгородь живую. А это тис так подстригли здорово. Шариком, да. Сплошные окна. Я так понимаю, это вообще был летний сад, ой, зимний сад. Очевидно, да. Но с него потом сделали кафе. Ну, наверное. Ресторан. Мы точно Вряд не... ли у царей был такая. А может, это специально был зал такой для, Может быть, для торжеств, торжеств, может да. быть, среди деревьев. Да ну не, может, деревья потом посадили уже, я не знаю. Они в Не знаю, в общем. Мы там не заходили. Ну, вот так вот. Ну, друзья, сегодняшняя наша прогулка закончена. Я думаю, вам было интересно, красиво. Так что подписывайтесь, не забывайте смотреть наши новые видео. Спасибо и до новых встреч!